Хочу вам рассказать один случай, который мне написала наша зрительница. Она на моем канале уже 2 года. Попросила имя не называть. Она работает на такси. И у нее даже канал есть в Ютубе. Очень смелая, хорошая девчонка. Зарабатывает. У них многодетная семья. Помогает матери. Отец рано умер. Но, в принципе, это не важно. И ей приходится иногда выходить на смену по ночам. И вот она рассказала такой случай, с ней произошел. Скажу, что 2 года назад она брала машину в аренду и работала на этой машине. А потом с помощью моих работ ей удалось купить машину свою. Сейчас она взяла ипотеку и оплачивает. Она взяла для себя отдельный дом. Собственно, ей надеяться больше не на кого, кроме себя. И она хочет создать свою семью, родить своего ребенка в своем доме. Но это правильное решение. И она говорит, что каждый раз, когда выходит на рейс, особенно ночью, она читает дух сопровождающий, дух телохранитель, просьба к черету. Я научила вас, многих из вас, какие заговоры, какие обереги начитывать для себя и для близких, для того, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье. Мы живем в мире не самых лучших людей. И сами знаете, сколько нападений, сколько трагедий случается, особенно с таксистами в последнее время. И она говорит, что много раз вот возила пьяное быдло, и много раз, собственно говоря, обходилась. Удавалось ей как-то выйти из ситуации именно благодаря тому, что начитывала перед поездками ночными вот эти заговоры. И у нее случилось нечто такое, что повергло ее в шок. Она, как обычно, начитала и вышла вечером работать. Ездила долго и примерно почти, где-то в 2 часа ночи отвезла девушку и парня. И она говорит, они, значит, какую-то сумку попросили открыть багажник, положили. Вот это другим таксистам тоже на заметку, если вы работаете в этой сфере или в вашей машине имеют, к машине вашей доступ имеют чужие люди, да, вот эта история вас чему-то научит. Так вот, она говорит, я открыла багажник, там автоматически открывается, потом они сами закрыли, положили туда сумку, какую-то спортивную, сели, поехали недалеко, недорогая поездка, рублей там 80, что ли. Вышли, точно так же забрали сумку, и когда проходили мимо нее, мимо окна, она заметила, что вроде бы сумка такая большая, спортивная, там вроде ничего и нету. И она говорит, мне даже как-то странным показалось, что, не тяжелая сумка, можно было в салон занести. Не обратила на это внимания и поехала дальше. И несколько километров проехала, и тут кто-то в салоне громко ей сказал, проверь багажник. Она говорит, меня прям мороз по коже. Еле сдержалась, чтобы не нажать на тормоза, потому что дорога открытая, там через лес, то есть, разгоняется на большой скорости. Она остановилась с большим трудом, отъехала в сторону. И я, говорит, включаю свет, резко смотрю назад, никого нету. Подумала, что кто-то спрятался в салоне, выскочила, открыла дверь, посмотрела,
Несколько раз громко сказала: «Кто ты? Кто здесь?» Не решалась зайти, думала, вдруг нападут сзади, мало ли что. Значит, подняла заднее сиденье, посмотрела, никого нет. Ну, никого нет, нигде. И вдруг вот это в голову пришло снова эти слова. Проверь багажник. Она говорит, я открываю багажник, руки трясутся, а вдруг оттуда был голос. Может, кого-то закрыли там. Открывать там никого нет. И, значит, не понимает, в чем дело. Закрыла, отошла. Все равно как-то неспокойно на душе опять подходит. Снова открывает багажник. И вот по инерции начинает искать. Значит, поднимает все, что там есть. Лежит там детское кресло, потому что у нее иногда детский тариф. И под детским креслом видит белый порошок в этом в таком маленьком каком-то пакетике или в чем они там заворачивают. И меня, говорит, прям как будто кипятком обдали. Она, значит, осторожно берет, не руками, чтобы эту гадость, и швыряет в лесополосу туда. Проверяет дальше, начала прям, включила там этот, как он называется, уже забыла. Ну, в общем, свет включает, там все проверяет. Еще раз все это перевернула, потрясла, ничего больше нету. Закрыла и поехала дальше. И говорит, я еду и думаю, зачем они случайно там уронили или что случилось. И впереди, прям вот еще через пару километров стоит наша любимая ментура. Останавливает ее. Там ваши документы. Машину можно проверить? Ну, проверяйте. И начинают, значит, шмон всей машины. И до нее доходит, что эти люди просто вот знают, где искать. Девушка, а вы уверены, что у вас ничего нет? А если найдем? А там покажите то, это, все перевернули. Сзади открыли, подняли все эти сиденья. Ничего не нашли. Ну, делать нечего, отпускают ее. То есть люди так зарабатывают. Понимаете? Потом она приехала домой. Ее все трясло. Рассказала матери. А мать говорит, видимо, этот дух, которого ты все время призываешь, видимо, он тебе помог в этом. Это его голос был. Ну, она легла спать в таком состоянии. И ночью ей снится сон, и она видит такую могучую фигуру мужчины. И он, не поворачиваясь лицом к ней, говорит, ну да, это был я, ты же меня все время призываешь, что ты удивляешься. И ушел, говорит, он прям вот так ушел и исчез. И через недели две после того случая она узнала, что, значит, этих задержали. Оказалось, что товарищи в погонах так зарабатывали, останавливали, то есть, ну, по сговору. Те садились якобы в такси, можно в багажник, кладут сумку, выходят, эти останавливают, находят порошок и начинают пугать. Езжай, привези деньги, все это снимаем на камеру, фиксируем, вот принесешь столько-то, при тебе удалим. Их арестовали. Я не знаю, об этом сообщали или нет, потому что, знаете, честь мундира, они о таких делах сильно уж сообщать не любят. Среди своих это все решают. Во-первых, представьте, сколько людей так попадается. Поэтому совет людям, которые занимаются, ну, то есть таксуют, проверяйте на всякий случай, не оставляют ли после себя сомнительные пассажиры что-то в багажнике, еще что-нибудь, потому что вы потом никому не докажете. Некоторые, вот я сумку оставлю, пойду за деньгами, сейчас приду.
Понимаете, а вдруг в этой сумке что-то там такое, что вас просто отправят туда и поставят клеймо на вас на всю жизнь. И, во-вторых, будьте осторожны с такими товарищами, оборотнями в погонах, которых немало. И самое главное, представьте, как эти силы вмешиваются, да, вмешиваются в нашу жизнь и помогают нам. Но вмешиваются тогда, когда мы их призываем. Просто некоторые люди, когда говорят: ой, а почему силы мне не помогают, а судьба не помогает, а ты просишь, ты же не просишь, ты же для этого ничего не делаешь, чтобы помогали. Ты же не налаживаешь с ними связь, чтобы они тебя оберегали и спасали от таких ситуаций. Поэтому они тебе и не помогают, собственно говоря, ничего удивительного. Вот захотелось рассказать вам, насколько эффективны и сильны эти работы, и насколько нужно быть осторожными в нашем мире. Очень-очень осторожными. Вы не представляете, сколько монстров в человеческом обличии ходят вокруг нас. Это может быть безобидная девушка, которая может взять и подставить. Очень страшно. Вон недавно показывали, ребенка отвезли к бабушке с дедушкой. Ей не хотелось там оставаться, и она посмотрела в интернете, что делают подростки в таком случае. Пошла, оговорила деда, что он к ней приставал. Деда до сих пор сидит, дед. Не могут ничего сделать. Хотя она собственноручно написала, что она оговорила. Я не знаю, откуда такого монстра можно родить и воспитать, точнее, вообще не воспитать. Что должно быть внутри маленькой девочки, которая идет такое делает, это, от нее ничего хорошего уже не будет. Ни семье. Завтра отец запретит гулять, она пойдет на него заявление напишет. Такие упыри, они уже людьми не станут. Это все. Это законченные люди. Но представьте, что вот можно ожидать самое страшное от даже тех людей, от которых ты никак не ждешь. Не доверяйте никому. Даже очень близкий человек может вам сделать такую подлость, что вы всю жизнь потом не очухаетесь. А уж тем более, работая с людьми и понимая, насколько много просто страшных существ, которые зарабатывают как угодно, ни перед чем не останавливаются. Желаю всем удачи и не забывайте читать для себя, для своих близких эти обереги и защиты. В нашем мире мы можем надеяться только на богов и на силы. На силы. Это зазвучало как-то не очень. Всем удачи.